Там просто Дубачилово. А вот и роза, кстати, Юль. Какие упаковки? 78. Это уже 5-килограммовая. Кстати, морская очень дорогая чипора, 140. И вот этот кузу, 134, гигантская рыбина. Друзья, не знаю, хватит ли у меня денег, потому что мы немного взяли. Мы не планировали сегодня вообще ехать в магаз, но набрали мы всего. Взяли воды, взяли уже в дорогу и масло, и сыры, купили красную рыбу, я буду солить, купили ципуру, купили леврека, купили много всяких вкусностей, в том числе розового варенья. Сейчас купим соль, и все это будем сегодня солить, красную рыбу. Как говорят блогеры. Хамамач. Друзья мои, вот обычные дыни, которые здесь продаются, но есть, конечно, и побольше, но вот эта дыня привезена с плоскогорья высотой больше 1,5 километров. Вот как должна выглядеть дыня. Приятного аппетита! Проба. И в метро здесь очень много воды газированной. Я люблю здесь минералку, поэтому кто любит воду, вот здесь можно выбрать и лимонные варианты. Мне нравится очень серма. Мы искали, конечно, зефир, который нам на сальде показали, но здесь этого нет. В принципе, выгодно упаковками большими брать. Есть в больших упаковках, совсем огромных. По 19 литров есть, по 5 литров. В принципе, ценник гуманный, поэтому можно сюда заехать. Карточку вам сразу же сделают одноразовую. Для этого нужно только телефон и фамилия, имя. Все, больше ничего не нужно. Супчик делать. Да, чечевица, друзья. Здесь очень много всяких разных круп, которые мы просто обожаем, эти суп местный. Поэтому здесь рай для любителей супов. То есть, сказали, что мне надо вывести вот такую упаковку, друзья. Так, 27 килограмм, 25 килограмм. Стоит 287. Друзья, кто любит варенье, конечно, можно покупать сладков в поездке. Мы ездили в разных деревнях, смотрели, покупали там. Но если вы хотите запечатанное для провоза без проблем в таможне, в метро действительно гигантский выбор, друзья. Абсолютно гигантский. Здесь и коска есть, и меды, те же самые, о которых я говорил, в том числе и высокогорный мед. Он здесь тоже есть. Ну и выбор, конечно, варенья, особенно розовое, которое мы искали по всем магазинам. Ни в Мигросе, ни в других магазинах розового варенья нигде нет. Здесь оно стоит. Вот смотрите, 20 килограммовые банки. Есть мелкие губы. Самые выгодные, конечно, это вот эти 20-килограммовые и вот эти, которые 2 килограмма. 2 килограмма стоит 24 лиры. Мы нашли его. Вот оно стоит. Просто супер. Сколько? 2 килограмма? Подумай, 20 килограмм. Или 2 килограмма. 2 килограмма, да. 25. Здесь размер указан на упаковке XL, 800 грамм, поэтому XS, дороже. 4XS, 3XS, M. То есть по размеру выбираете и состав. Состав только консервант один, и вода и оливки. Все, больше ничего нет. Ценники, вот цена за килограмм и цена за пачку. Разные. Самые недорогие там в районе 20. Я предлагаю взять вот эту пачку. Самые дорогие в районе 50-60. И еще XS. взять... Золотые, вот эти желтые, которые. Такие? Не, зачем? Нам же не принципиально, большие они или маленькие. И, допустим, взять... Серебристый, вот я смотрел, который не понравился, да, лач. Угу. Они по 46, кстати, они не дешевые. Ну, они больше, потому что лач, я тебе говорю. Это XS, а это лач. Ну, да. Лач. Давай возьмем так. Попробуем. Тахин. Очень мало где видел мед в сотах. Здесь он есть в магазине. У нас очень редко бывает такая, как подарочный вариант, друзья. Те, кто хочет оценить, мы были на сальде, вы видели, мы ели там мед именно с сотами. Очень красивые упаковки. Я думаю, что можно даже перевести их в подарок, потому что вот в таких деревянных коробках красивые очень. Смотрите, фантастические. Очень красиво. Стоит, сейчас скажу, сколько? 110. 110. И в килограммах 184 лиры за килограмм. 110 лир. Вот такая штука. Чуть больше, считайте, 1000 рублей. Вот такая упаковка, я считаю, просто best подарок. А вот, друзья, вы знаете, мою слабость к высокогорному я его нашел. Все-таки вот он в двух вариантах, темный и светлый. 67 и 79 за килограмм. 900 грамм банка. Друзья, за моей спиной стоят банки с халапеньо. Они размером 5 килограмм.
Это просто огромные. Я очень люблю делать пиццу с халапеньо. И ценник просто меня порадовал. 47 лир. 47 лир стоит эта огроменная банка. У нас, это считайте 400 рублей. У нас маленькие баночки продаются там по 150 рублей, которые там, не знаю, там 250 грамм, наверное. Поэтому, если вы любите пиццу, я думаю, что это для вас. Наконец-таки я нашел острые перцы, турецкие в том числе, табаско. И я думаю, что куплю все-таки настоящие, потому что последнее, то, что я покупал, предыдущий мне на 10 лет хватило, а этот я за полгода весь, он вообще какой-то не острый. Друзья, очень плохо и сложно приготовить мясо по-восточному и другие блюда без гранатового соуса. Друзья, рекомендую вам купить его в Метро, потому что здесь есть большие упаковки, вот такие вот большие, огромные упаковки. Они стоят 26 лир всего. И они в стекле. Действительно настоящий, не бодяжный, настоящий хороший. Он, да, тяжелый. Есть килограммовые, есть поменьше. Вот 500 килограммовые, 500 грамм. 77. Так, а это у нас сколько стоит? Меня переклинило уже. 750 граммовые стоит 26 лир. А то, что я смотрю, вот эти здоровые, дорогие, это есть большие упаковки, огромные, 4 килограмма. Стоимость у них 71. Для тех, кто хочет попробовать, еще не знает, как готовят с гранатовым соком, вы можете взять попробовать вот такую маленькую упаковку. 13 лир всего стоит, друзья. Ценник за килограмм вот здесь слева. 53, 35. Ну и, соответственно, здесь 18. Чем больше берете, тем дешевле. В 2 раза. Любите ли вы чай, друзья, как я? 5 килограмм пачки, друзья. 5-килограммовая пачка стоит 171 лиру. Ну, друзья, я брал килограммовую, у меня до сих пор осталось. Олег, здесь минус 19. Капец, здесь как холодно, друзья. Я еле стою здесь. Но здесь выбор сыров просто космический. Поэтому, друзья, приезжайте сюда, не сомневаясь даже. Вы здесь и чеддеры большие упаковки есть, огромные. Не, ну такой нам не надо. Мы вот такую упаковку. Вот сколько стоит? Слушай, Чего? литр Да, пишет. резаный бери, обычный. Вот. Хорошо. Сколько стоит? 64. Масло, друзья, однозначно здесь брать. Оно в вакууме здесь. Ничего не надо придумывать. Все. 59,90, Когда 38. такие вещи? Там просто дубачилово. Пойдем. Больше всего мне порадовало, конечно. А вот, кстати, нормальная фигура. Вот большой лосось, нормально. Вырезал филе. Ничего делать не нужно, собственно, все. Купил, посолил, все сделал. Что стоит. Мне больше всего понравился вариант вот этот. Парыха маленькая есть. И вот леврек. Вот такой свежести леврека, честно говоря, редко где видел. Могу сказать, что это, вот это точно свежий леврек. Да, классно. Слушайте, отдел суперской рыбы. Он гораздо лучше, интереснее, чем у нас, потому что рыба вся свежая. И очень много сортов рыбы, которые вы, скорее всего, не видели, друзья. Я вам покажу сейчас эти сорта. Ну, во-первых, вот можете посмотреть. Меркан. Ну, леврек вы знаете, ципур тоже вариантов разных много всяких. Я вам покажу рыбу, которой вряд ли, наверное, многие не знакомы. Есть готовые, кстати, стейки уже они делают. Есть даже лосось, причем есть филе снятое уже. То есть ничего делать не нужно, просто засовываете в печку его. И все, большие куски, килограммовые по сутке. Половинки есть. Ну и вариантов ципуры очень много. Есть килограммовые, 800 грамм. Форель, кстати, кто любит маленькую форель готовить, вот целиковую, да? Это с ладошку форель, малюсенькая. 35 всего стоит. Мы брали леврека, свежак, просто свежайший. Чипоры видов, наверное, 20, если не больше. Экзотика. Значит, это вот эти плоские, как я их называю, рачки. Мы их готовили на Сицилии, но ничего особенного, не знаю, 24 не стоит. Креветки достаточно дорогие, 200. Что еще интересного? Кауфма, вот это большая рыба. Я знаю, что ее готовить нужно уметь, потому что это непростая рыба совершенно.
Морской черт, кто любит эксперименты всевозможные, он здесь тоже существует. Мелкая рыба, та приправа, которую я купил, кукурузная мука, как раз вот для такой рыбы годится лучше всего. Ну и речная рыба, как у нас, она в принципе тоже есть. Каждый день у них какие-то акции, скидки. Вот на данный момент килограммовые большие вот такие чипуры стоят вместо 50 43. И спеццена на стейки лосося 169. Это, друзья, очень недорого. Причем только лосось крупный, большой. Это не маленький лосось. 15% скидка. Да нет, я просто говорю, что есть большие, огромные кальмары. Это щупальцами, со щупальцами. Есть щупальцами, да. Кстати, морская очень дорогая чипура, 140. И вот этот кузу, 134, гигантская рыбина. Это мечта гурманов, друзья. Пасты, которые они делают с добавками, из перца, с других овощей. Здесь их очень много, друзья. Стоят они недорого. Это супер. Конечно, можно купить все на рынке, если вы хотите. Но если хотите в запечатанном виде, оно здесь есть. Что такое? Это срезано? Это козу, баранина. Вырезка баранина. Да. Это как вообще? Сюда лучше вообще меня не пускать, вот это отдел. Потому что, друзья, здесь все есть. Здесь есть просто все. Причем все очень много. Держу в руках черри, помидоры, друзья. От них даже через маску такой запах, как у меня у бабушки, когда я на огороде собирал. Ну и такие маленькие огурчики. Здесь огромный отдел овощной. Так что, если вы хотите здесь выбрать фрукты, овощи, здесь все это есть. Ну, то, в принципе, как везде в метро. С той лишь разницей, что какие-то есть фрукты, которых у нас здесь нет. Друзья, не знаю, хватит ли у меня денег, потому что мы немного взяли. Мы не планировали сегодня вообще ехать в магаз. Но набрали мы всего. Взяли воды, взяли уже в дорогу и масло, и сыры. Купили красную рыбу, я буду солить. Купили ципуру, купили леврека. Купили много всяких вкусностей, в том числе розового варенья. Сейчас купим соль и все это будем сегодня солить красную рыбу. Так, мы набрали на 585 лир турецких. Все, вся сумма. И все грузимся. Вот. Вы увидели все продукты, которые мы сегодня купили в метро. Вот. Вы увидели все продукты, которые мы сегодня купили в метро Cash and Carry. Достаточно большой набор продуктов. Плюс нужно учитывать, какое качество у этих продуктов. Молочка здесь просто на высшем уровне. Все эти продукты нам обошлись, Как говорят блогеры, how much? В 586 лир 17 кирёш.